Привет, друзья! Андрей Аршавин является одним из самых титулованных игроков в стране и также наиболее известным футболистом за рубежом. Карьера Андрея видела все – взлеты, падения, разные клубы, национальную сборную, английскую премьер-лигу и даже Кубок УЕФА. Зарплата Аршавина в месяц всегда зависела от его результативности и клуба, который он представлял на том или ином этапе своей карьеры. А если бы не его любвеобильность и плодовитость, то в 2020 году он мог бы войти в лучшем финансовом положении. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Андрей Аршавин и сколько он зарабатывает. Андрей Сергеевич Аршавин родился 29 мая 1981 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Заслуженный мастер спорта в футбольных кругах, у Аршавина кличка Шава Шавик. Любовь к футболу была привита еще отцом, который в молодости неплохо играл за ленинградские клубы. Но параллельно юный спортсмен увлекался еще и шахматами, причем изначально показывал в них лучший результат, чем в игре с мячом. В итоге гены взяли свое, и Андрей вступил на грандиозный путь карьеры профессионального футболиста. Первым клубом чемпиона стал местный «Смена», в нем он играл с 7 до 16 лет, а уже позже перешел во взрослую сборную. В год совершеннолетия парню улыбнулась удача. Команда-дублер «Зенит» «Зенит-2» пригласила перспективного игрока в свой состав. А уже в 2000 году спортсмена перевели в первый состав питерской команды. С 2001 года стал полноправным игроком основного «Зенита» и ежегодно проводил в его составе по 30-35 матчей. За 10 лет «Зенит» поможет Аршавину существенно увеличить его зарплату, дважды стать чемпионом России и отличиться на Кубке УЕФА. Затем были несколько выдающихся сезонов за «Арсенал», возвращение в «Зенит», Кубань, Кайрат. С будущей знаменитой телеведущей Юлией Барановской футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин познакомился случайно, гуляя по Невскому проспекту в 2003 году. Обаятельная, утонченная девушка сразила его наповал. Позднее Андрей признался, что долгое время считал себя недостойным такой красавицы. А потом, видимо, убедившись в том, что Юлия по-настоящему полюбила его, Андрей почувствовал себя гораздо увереннее. Любимая родила ему сына, потом дочь. Правда, брак они не оформляли, о чем Юлия впоследствии сожалела. Она считала, что штамп в паспорте, возможно, уберег бы семью от развала. Они перебрались в Лондон. Андрей стал играть за лондонский «Арсенал». Потом Юлия забеременела в 3-й раз. У Андрея появилась новая девушка. К тому времени он уже снова вернулся в Санкт-Петербург и закрутил роман с моделью и журналисткой Алисой Казьминой, на которую, как потом выяснилось, давно положил глаз. Алиса на тот момент была замужем, но влюбленных это не остановило, как и 3-я беременность Юлии Барановской. Она узнала о параллельной жизни гражданского супруга, когда находилась на 5-м месяце ожидания ребенка. Чуть раньше Аршавин переоформил все финансовые активы семьи на свое имя. У Юлии не было ничего, кроме детей. Родив 3-го ребенка, сына Арсения, Юлия обратилась в суд, чтобы заставить Аршавина выплачивать алименты на 3 детей. Неожиданно это оказалось нелегким делом. Андрей не хотел ничего платить. Но в конце концов, подавшись убеждениям своего адвоката, Аршавин согласился оставить Юлии и детям питерскую 3-шку и выплачивать половину своих доходов. Но к этому времени мы вернемся позже. Более 7 лет Аршавин не общался и не помогал детям от гражданского брака с Барановской. Связь с ними он начал поддерживать только после развода с Казьминой. 1 сентября 2016 года Аршавин женился на Алисе, которая к тому времени развелась с предыдущим мужем. Скоро на свет появилась дочь Алисы и Андрея. Девочку назвали Есенией. Однако уже через год в СМИ появились новости об их расставании. Алиса объявила прессе, что устала от многочисленных измен мужа. Словом, личная жизнь прославленного футболиста бьет ключом. В прошлом году Алиса Казьмина сообщила о том, что они с мужем развелись. Начав карьеру в «Зените» в 2001 году, к 2006 году спортсмен был уже самым высокооплачиваемым питерским игроком с зарплатой 240 тысяч евро в месяц. То есть еще до легендарного приглашения в английский «Арсенал» игрок уже зарабатывал около 3 миллионов евро. И примерно столько парень получал в качестве бонусов за хорошую игру. С
Спортивные аналитики подсчитали, что только после выигрыша на чемпионате России зарплата Аршавина в месяц выросла примерно на 30 тысяч евро. Плюс он получил 1 миллион евро за саму победу. Вопреки всем прогнозам спортивных аналитиков, после перехода в Арсенал размер зарплаты в месяц у нашего игрока существенно уменьшался. Официальная зарплата в Англии составила 4 миллиона 600 тысяч евро. Однако по законодательству Англии почти половина этой суммы должна была быть выплачена в налоговую. В итоге выходило, что родина платит своему герою существенно больше. После того, как блудный игрок вернулся в Россию, зарплата Аршавина в месяц стала составлять 220 тысяч евро. Но именно после Арсенала Андрей стал медийной фигурой. Мы помним его, например, в рекламе Pepsi, за которую он получил чуть более 1 миллиона 300 тысяч долларов. Как только контракт с питерским клубом закончился, спортсмен думал попытать счастье в Кубани. Однако краснодарский клуб не был готов удовлетворить запросы именитого игрока. Зато откликнулся казахский Кайрат. В Казахстане лучшие игроки получали 300-400 тысяч долларов в год. Единственным исключением был Аршавин, который официально получал 1,5 миллиона долларов, а неофициально 2,5 миллиона. Отметим, что за Казахстан парень играл ровно 3 сезона, после чего на матче против Шахтера объявил о завершении спортивной карьеры и поблагодарил всех своих болельщиков. Как и любой уважающий себя спортсмен, Андрей Аршавин умеет вызывать не только любовь, но и ненависть своих болельщиков. После разгрома национальной сборной, который не позволил России пройти на Евро-2012, футболист заявил, что ему плевать на разочарование болельщиков, потому их ожидания – это их проблемы. В интервью спортсмен признался, что не был верен ни одной из своих женщин. Высокая зарплата Аршавина позволяла парню и всем его женщинам жить на широкую ногу. Вот что принадлежит игроку. Квартира в центре Санкт-Петербурга площадью 540 квадратных метров стоимостью 412 миллионов рублей. Трехэтажный особняк в Санкт-Петербурге за 234 миллиона рублей. Квартира в Лондоне близ стадиона Арсенал стоимостью 15 миллионов долларов. Андрей Аршавин неравнодушен к дорогим машинам. В его пользовании есть Porsche Panamera стоимостью 17 миллионов рублей, Audi Q7 за 7 миллионов рублей. BMW X6 стоимостью 4 миллиона 500 тысяч рублей. Очевидно, что сколько получает Аршавин, столько он и тратит на всех своих отпрысков. Но добиться это Барановской и Казьминой было непросто. Вот что съело состояние спортсмена за последние несколько лет. Выплата алиментов 3 несовершеннолетним детям от Юлии Барановской 22 миллиона в месяц. Оплата адвоката для судебных тяжб с Казьминой 100 тысяч евро. Выплата алиментов на ребенка от второго брака – 30 тысяч евро в месяц. Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году. В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, выиграл кубок и суперкубок УЕФА. В составе сборной России полузащитник выиграл бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года. После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии «Зенита». Также он успел поработать тренером команды игроков 2004 года рождения. В августе 2020 года Аршавин занял должность директора Департамента развития молодежного футбола в «Зените». Андрей в одном из интервью назвал себя «бумажной крысой». А если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!